Всем привет! Мой новый видеоурок по вязанию вот такого рюкзачка. Закрываться он будет на магнитную кнопку. Мы с вами сплетем вот такую красивую утяжку, с помощью чего расскажу потом. Свяжем для утяжки стопор. Свяжем лямки, пришьем их без фурнитуры. То есть какой-то дополнительной фурнитуры для лямочек нам не понадобится. Вязать рюкзак я буду из пряжи Бейка. Это новая пряжа, сравнительно недавно появившаяся на рынке. Вот я ее еще даже не открывала, хотела это сделать вместе с вами. Давайте мы ее откроем сейчас, посмотрим, что внутри. Сразу хочу отметить, что мне понравилось то, что моточки пришли каждый в индивидуальной упаковке. Здесь у меня два моточка серого цвета. Из него я буду вязать основу рюкзака вот такого цвета. И клапан, ремешки и ручку я хочу связать из вот такого принта. Он мятного цвета с моим любимым узором пейсли. Давайте посмотрим, что здесь нам пишет производитель. 100% хлопок. Ширина пряжи 7-8 мм. Производство России. Первичное сырье. Это очень хорошо. Давайте ее откроем. Найдем конец. Где у нас конец? Вот он. Это пряжа лицевая, лицевой нарезки. То есть лицевая сторона ткани у нее, ну, как бы с лица. Здесь получается у нас изнанка. Бывает также пряжа изнаночная. Лицевая пряжа по сравнению с изнаночной меньше тянется. Вот посмотрите, она практически не тянется. Благодаря чему изделие из нее получается более плотное. Но у лицевой пряжи возрастает, конечно, расход. Еще одно из преимуществ лицевой пряжи – это то, что из нее можно потом спокойно изделие перевязать. Например, где-то ошиблись, можете распустить, перевязать, либо вообще связать новое изделие. То есть лицевая пряжа спокойно все эти перевязы выдерживает. Давайте сейчас мы измерим ширину самой ленты. Как нам заявляет производитель, ширина ленты 30 мм, то есть 3 см. Сейчас мы все проверим. То есть этот мой мастер-класс по рюкзачку будет неким тестированием новой пряжи. И когда я его свяжу, в конце я скажу свое мнение, вынесу свой вердикт, скажем так. Так, давайте измерим, посмотрим, насколько правда написано на упаковке. Так, ну я вижу, да, что здесь 3 сантиметра, все правильно. А в скрученном виде она должна быть 7-9 миллиметров. Да, так и есть. Почти сантиметр. Это мне уже нравится. Еще мне в подарок прислали вот такой вот пробничек. Вот такой вот пробничек. Это пряжа тонкой линии. У нее ширина ленты в 2 раза меньше, чем у обычной трикотажной пряжи, 15 миллиметров. Такая пряжа также отлично подойдет для вязания сумочек. Из нее также, кстати, можно вязать и одежду. Я видела, вяжут
жилеты из трикотажной пряжи, юбки, даже свитера. И вот как раз такая трикотажная тонкая пряжа для этого хорошо подходит. Изделие получается не очень тяжелым. Также хорошо из этой пряжи, например, для сумочек вязать, предположим, клапаны узором шишечки. Из обычной пряжи мне не очень шишечки нравятся, потому что они получаются достаточно большие. А вот из этой тонкой линии они получаются помельче, и очень все аккуратно и красиво выглядит. Помимо пряжи нам еще понадобится, конечно, крючок. Я буду вязать крючком номер 7. Понадобится маркер для вязания. Трикотажная игла. Она может быть как пластиковой, так и металлической. В последнее время я использую металлическую иглу, потому что пластиковые очень часто ломаются. Но если вы будете покупать тоже такую иглу, смотрите, чтобы у нее кончик был закругленный. Дальше ножницы. Замочек. Это может быть магнитная кнопка, как пришивная, так и прижимная, либо портфельный замочек. Еще нам понадобится вот такая вот интересная штучка. Это называется диск Кумихимо. С помощью него мы с вами сплетем утяжку для нашего рюкзачка. Если у вас нет такого диска, не беда. Я расскажу, как можно сделать его самостоятельно. Итак, давайте начнем вязать наш рюкзачок. Для начала нам нужно будет связать у рюкзака дно. Дно будем вязать очень плотно, для того, чтобы оно не прогибалось. Вязать мы его будем узором галочки. Делаем первую петлю. Вы можете делать первую петлю так, как вам удобно. Я ее делаю вот таким образом. Делаю первую петлю, как при наборе на спицах. Затянули. И сейчас наберем 10 воздушных петель. Набираем плотно. Плюс 1 петля подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И начинаем вязать наше дно. Первый ряд, для того, чтобы у нас посередине дна не было дырочек, мы будем вязать не как обычно, вот за эти вот косички, а вот за эти перемычки, которые у нас располагаются позади наших косичек. Это будет сделать достаточно сложно, первый ряд. Можно для этих целей взять крючок потоньше. И сюда мы должны провязать с вами простые столбики без накида. То есть заводим крючок в петлю, захватываем нитку, вытягиваем, снова захватываем и протягиваем через 2 петли на крючке. Идем в следующую перемычку и снова провязываем столбик без накида. Таким образом вяжем первый ряд. Доходим до последней петельки и провязываем ее. Провязали. Здесь на самую первую петлю нашу провязанную, вот она, мы должны с вами повесить маркер. И каждый раз на первую петельку мы будем с вами этот маркер вешать, чтобы ее не потерять. Пришел мой помощник, как всегда. Вот мы с вами провязали первый ряд. Здесь мы должны сделать закругление. Для этого в последнюю петельку мы должны провязать не один, вот как мы сейчас с вами провязали, а 3 столбика без накида. И таким образом мы повернем на обратную сторону. Одну уже провязали, один столбик провязали, провязываем еще 2.
Вот эта ниточка, которая у нас осталась в начале, мы ее пока не отрезаем, а будем ввязывать вот сюда. Итак, 3 петельки провязали и вяжем следующую вот сюда. Провязываем этот ряд до конца, пряча при этом оставшийся хвостик. Дошли до последней петли и в нее провяжем не 1, а 2 столбика без накида. Вот так. Дно и вообще весь рюкзак мы будем вязать по спирали. Поэтому петли подъема мы делать не будем. Убираем маркер с первой петельки и в эту первую петельку провязываем 2 столбика без накида. Сейчас мы уже должны, так как мы будем вязать дно галочками, узором галочки, мы должны провязывать столбики не под косички, вот под эти вот, как обычно мы вяжем, а должны их провязывать вот сюда, в середину галочки. С другой стороны крючок у нас должен выходить также между двумя вот этими вот ниточками под вот этой перемычкой. Вот наша первая петелька. Сейчас у нас крючок должен будет выйти именно вот в этом месте. Сейчас мы это проделаем. Находим здесь галочку, вставляем прямо крючок в ее серединку. Вот, видите, как он вышел. Захватываем нитку, провязываем первый столбик без накида, вешаем сюда маркер на первую петельку. И сюда же мы должны провязать еще одну петельку. Еще один столбик без накида. Провязали. И дальше снова до конца, до следующего поворота мы провязываем столбики без накида. Уже провязываем, как я сказала, в галочке. Так, дошли до нашего закругления. Вот мы в последнюю петельку здесь провязывали 3 петли. И теперь в каждую из этих 3 петель мы должны провязать по 2 столбика без накида. Я сейчас поменяю крючок, потому что это сделать достаточно сложно. Возьму 6-й и попробую это проделать. Так, 1,
Сюда же вторую петлю, второй столбик. Теперь идем в следующий столбик предыдущего ряда, провязываем в него также 2 столбика без накида. Один и второй. И теперь еще 2 столбика без накида в следующую петлю. Один и 2. Все. Дальше вяжем столбики без накида до следующего поворота. Дошли до поворота. Здесь будем удваивать также 3 петельки. Сначала удваиваем первую петлю. То есть вот у нас была последняя петелька предыдущего ряда, мы в нее провязали 2 петли. Удваиваем 1, 2. Следующую также удваиваем. 1, 2. Снимаем маркер и удваиваем еще одну петельку. Провязываем сюда 2 столбика без накида. Это называется прибавка, когда мы в одну петлю провязываем 2. Провязали. На первую петельку 1, 2, вот она у нас первая, вешаем маркер. Вяжем следующий ряд. Все столбики без накида до следующего нашего поворота. Дошли до поворота. Вот у нас начинались прибавки здесь в предыдущем ряду. И теперь мы будем в этом ряду прибавки делать уже через одну петельку. То есть мы делаем прибавку, провязываем 2 петли в одну петельку, затем одну петлю провязываем одиночную, затем снова прибавку, одиночную и последнюю прибавку. Итак, в первую петельку мы вяжем прибавку, 2 петли в одну, дальше одиночную петельку, одиночный столбик без накида. Следующую прибавку, вот видите, она у нас тут была. В первую петельку мы вяжем снова прибавку, 2 петли, 2 столбика. Дальше одну.
Дальше снова 2 столбика в одну петлю. И одну петельку провязываем. Все, закруглились. И довязываем этот ряд до следующего закругления. Дошли до прибавок. Вот их хорошо видно по 2 петельки. И делаем аналогичным образом, как мы делали, как вязали вот здесь. То есть в первую петельку предыдущей прибавки провязываем 2 столбика без накида. Следующую 1. Дальше снова 2 столбика без накида. Один. Убираем маркер. В первую петельку провязываем прибавку. Вешаем маркер на первую петлю. Довязываем до конца этот ряд до нашего следующего поворота. И как вы уже догадались, на следующем повороте мы уже будем чередовать прибавку с 2 одиночными петлями. Дошли до поворота, до наших прибавок из предыдущего ряда. Для того, чтобы у вас не получалось углов, а было плавное закругление, нужно прибавки делать в последующих рядах не друг над другом, а чередовать. Я вяжу по такой схеме. Когда у меня в ряду должно быть четное количество петель, одиночных петель между прибавками, я делю их на 2 и сначала провязываю, то есть вот эту половинку. То есть вот сейчас, например, в этом ряду у меня должно быть между прибавками 2 одиночные петли, поэтому я сначала провяжу эту одну одиночную петельку, затем делаю прибавку. Дальше уже провязываю 2 одиночные петельки. Снова прибавка. Дальше 2 одиночные петли. И последняя прибавка. Таким образом, в последующих рядах у вас прибавки будут располагаться в шахматном порядке. А в рядах, где нечетное количество одиночных петель между прибавками, я всегда начинаю ряд с прибавки. Довязываем этот ряд до следующего поворота.
Итак, вот наш следующий поворот. Мы дошли до прибавок из предыдущего ряда. И сейчас аналогичным образом, как мы делали вот здесь, мы сделаем прибавки на этом скруглении. То есть сначала мы провязываем вот в эту прибавку из предыдущего ряда одну одиночную петельку. То есть разделили 2 петли одиночные на 2. Дальше делаем прибавку. Две теперь одиночные петельки. Дальше прибавка. Одиночная петля. Ой, убежал маркер. Сюда еще одна одиночная петелька. Вешаем на нее маркер. И 2 петли в одну. Прибавка. Закруглились и идем дальше до следующего закругления. Вот я дошла до следующего нашего закругления. В предыдущем ряду у нас была первая петля одиночная. Вот она. Ее легко узнать, где у нас нужно начинать прибавки, если посмотреть на еще один ряд ранее. Вот он был у нас. Здесь видно прибавку. Значит, с этой петельки нам и нужно начинать. В этом ряду у нас уже между прибавками должно быть 3 одиночных петельки, поэтому я начинаю ряд с прибавки. Не ряд начинаю, а наше скругление начинаю с прибавки. Дальше делаю 3 одиночные петельки, 3 одиночных столбика без накида. Провязываю 1, 2, 3. Дальше снова делаю прибавку. Три одиночные петельки. Прибавка. То есть получается у нас с каждой стороны, с каждого нашего закругления всегда должно быть по 3 прибавки. Вот 1, 2, 3. И вот посмотрите, по такой схеме, которую я вам озвучила, у нас прибавки получаются в шахматном порядке. И благодаря этому у нас будет скругление ровное, а не углами. Все, дальше довязываем до следующего скругления столбики без накида. Все по одному в предыдущие петельки предыдущего ряда. Я дошла до следующего скругления. Вот она у нас начинается. И так же, как и здесь, я начинаю с прибавки. Провязываю 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше 3 одиночных. Дальше снова прибавка. Три одиночных.
Сюда прибавка. Не забываем вешать маркер на первую петлю. И заканчиваем наше скругление 3 одиночными петельками. 3 столбиками без накида в каждую петлю. Вот закруглились. Вот посмотрите, какое у меня получается кривое все перекрученное дно. Вы этому не пугайтесь. На любом этапе вязания вот так вот просто разложите его. Если все у вас выравнивается, все правильно, значит вы все сделали верно. Все прибавки у вас на месте. Потом мы это все отпарим, и все у нас настанет на место, все будет ровненько и красиво. Все, довязываем этот ряд до следующего закругления. Вот следующее закругление у нас начинается. Вот она прибавка. И сюда мы будем провязывать сначала 2 одиночных столбика. В этом ряду у нас между прибавками должно быть по 4 одиночных петли. Поэтому сначала провязываем 2, делаем прибавку, потом провязываем 4. Потом снова прибавка, 4, прибавка и 4. То есть алгоритм вам уже должен быть понятен. Поэтому я подробно больше показывать не буду. Вы вяжете на ту ширину и длину дна, которая вам необходима. То есть, повторю еще раз. В рядах, где у нас между прибавками четное количество петель, мы начинаем наше закругление с половинки этих четных петель. В рядах, где у нас нечетное количество одиночных петель между прибавками, мы начинаем наше вот это вот закругление с прибавки. И затем провязываем одиночные петельки. То есть в каждом последующем ряду количество одиночных петелек между прибавками увеличивается на 1 петлю. Таким образом заканчиваем наше дно. Я довязала последний ряд у дна. Всего у меня получилось 8 рядов. В последнем ряду между прибавками у меня получилось по 6 одиночных петель. По размеру дно примерно получается 15. Так. На 26 сантиметров. Ну, нормальный размер, я считаю. Теперь мы должны наше дно отпарить. На моем канале есть видео, как это сделать. Здесь я подробно останавливаться на этом не буду. Если у вас нет утюга с функцией пара, то вы можете использовать и обычный утюг. Но ткань, через которую вы будете проглаживать дно, должна быть влажная. Итак, приступаем к отпариванию. Затем дожидаемся полного высыхания нашего дна. Для этого еще можно его положить под пресс на какое-то время, например, на ночь. И приступим к вязанию стенок. Итак, дно я отпарила. Вот оно у меня уже выровнялось. И теперь мы приступаем к вязанию стенок. Стенки мы будем вязать также по спирали. И для того, чтобы у нас не было дырочек между стенками и дном, мы будем вязать вот за эту петельку. То есть вот у нас здесь шли косички, и мы будем захватывать вот эту петельку у косички и перемычку за этой петлей. Вот таким вот образом. Вот так мы начинаем вывязывать стенки. Первую петельку делаем и вешаем на нее маркер, чтобы нам ее не потерять. И так вяжем до конца ряда нашего первого.
не делая никаких уже прибавок. Таким образом стенки наши начнут подниматься вверх. Провязали первый ряд и начинаем второй. Для того, чтобы нам получить такой полосатый узор, мы должны будем вязать не под обе вот эти вот косички, не вот так будем заводить крючок, а только под одну, вот под эту дальнюю косичку, петельку, вот под эту дальнюю петельку. Я хочу, чтобы мой рюкзачок немножечко был пузатым, поэтому во втором ряду я сделаю 4 прибавки. Симметрично примерно вот в этих местах. Прибавка — это мы провязываем 2 столбика в одну петельку. Давайте провяжем несколько петель, несколько столбиков без накида. Так, вот на первую петельку не забываем вешать маркер. Так, и я думаю, что можно уже делать прибавку. То есть в эту петельку я провязываю 2 столбика без накида. Дальше вяжу просто в каждый предыдущий столбик по одному столбику без накида. Дохожу до следующего поворота. И сейчас будем делать еще одну прибавку. Так, можно прям посмотреть. Вот наша была прибавка. Я как раз в этом месте ее снова сделаю. Провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше вяжем до следующего поворота. И также сделаем там одну прибавку. Так, вот у нас была прибавка. Сейчас провяжем еще одну петельку и в следующую сделаем прибавку. 1, 2. И аналогичным образом, примерно вот в этом месте, мы сделаем также прибавку и доходим до маркера. То есть всего мы сделали 4 прибавки. Провязали второй ряд, сделали в нем 4 прибавки и дальше начинаем вязать третий ряд. Третий и все последующие ряды мы будем уже вязать без прибавок на ту высоту, которая нам нужна, которая нам нравится. Вот видите, уже узор у нас стал образовываться. Пожалуйста, не путайтесь. Вязать нужно вот за эти верхние петельки косичек. Все, вяжем на нужную нам высоту и встречаемся для того, чтобы уже начать вязать клапан. Итак,
Итак, я закончила вязать основу. В общей сложности я связала 21 ряд на стенке. Вы можете связать любое количество рядов, как вам нравится. И сейчас мы будем заканчивать последний ряд, чтобы вот этот переход у нас был как можно менее незаметен. Для этого просто в конце мы провяжем 2 соединительных столбика. Заводим крючок в петельку, вытаскиваем нитку и тут же ее провязываем через петельку на крючке. И повторяем то же самое. Вот таким образом мы здесь сгладили наш переход. Дальше нитку отрезаем. Вытягиваем ее. И сейчас будем аккуратно прятать. Я это буду делать с помощью иглы. Вы можете это сделать крючком, если вам так удобнее. Для этого нам нужно под следующую петлю пропустить нашу нитку таким вот образом. Дальше здесь перекрещиваем вот сюда и вставляем иглу в серединку вот этой нашей петельки. Выводим ниточку наизнанку. Вот у нас получилась аккуратная косичка. Этот хвостик прячем на изнанке. Стараемся прятать в разных направлениях, чтобы было крепко. Вот у нас получилось такое ведерко. Рюкзачок получается достаточно вместительный. И сейчас нам нужно будет для него, прежде чем мы начнем вязать клапан, нужно сделать для него утяжку. У меня есть вот такой круг Комихимо, он называется. Его можно легко купить, например, на Алиэкспресс. Стоит он совсем недорого, но с помощью него можно сплести очень много интересных шнурочков. Если у вас нет такого круга, вы можете его сделать самостоятельно. Я буду плести из 4 нитей, поэтому сейчас нам нужно будет 4 нити длиной, ну, с запасом, если взять, примерно по 2 метра каждая. Складываю их все вместе. Стараюсь это сделать вот так вот по разным сторонам друг от друга. И завяжу здесь простой узелок. Эти наши ниточки нужно очень хорошо потянуть, для того, чтобы впоследствии наша утяжка уже особо сильно не растягивалась. Сейчас нам нужно узелок продеть в это отверстие и сюда повесить какой-нибудь грузик. Например, вот такой зажим. Итак, как будем плести? Для начала нужно расположить наши нити по 4 разным сторонам. Я располагаю нити одного цвета друг напротив друга. Дальше. Для того, чтобы эти веревочки у меня не мешались, я их скручу и буду высвобождать по мере того, как мои ниточки будут заканчиваться. Это нужно для того, чтобы они не путались. У меня есть такие вот резиночки. Я просто ими вот так вот их скреплю. Теперь смотрим внимательно технологию плетения.
Нижняя ниточка должна быть всегда слева от верхней. То есть, когда мы ее поднимаем и переводим наверх, она должна быть всегда вот в таком положении. Теперь берем верхнюю и переносим ее вниз. Дальше правая ниточка, когда мы ее переносим налево, всегда должна быть сверху от левой. Перенесли. Дальше переносим левую направо. Вот таким вот образом. Можно подправить, чтобы они были перпендикулярны друг другу. Дальше снова берем нижнюю ниточку, переводим ее наверх, оставляем ее слева от верхней. Верхнюю переводим вниз. Правую налево над левой, левую направо. И дальше продолжаем таким же образом плести на нужную нам длину. Удобнее всего это делать на весу, чтобы вот эти вот веревочки болтались, они лежали вот так вот на столе, как у меня. Покажу вам еще раз, как я это делаю, чтобы закрепить, скажем так. Поначалу кажется мудрено, но потом руки уже привыкают и автоматически повторяют эти движения. Вот посмотрите, какой интересный у нас получается шнурочек. Вот уже видно результат. Вот я закончила плести нашу утяжку, шнурочек. Посмотрите, какой он получился. Красивый, оригинальный. Мне очень нравится. Очень здорово будет смотреться. Снимаю его с диска. И завяжу здесь также узелок. У меня получился шнурок длиной примерно 125 сантиметров. То есть изначально мы брали пряжу по 2 метра каждую ниточку. И вот из этого количества, из 2-метровых ниточек, получилось 125 сантиметров. Чисто вот самого шнурочка. Так, пока завяжу узелок. После того, как мы закрепим его на рюкзачке, можно будет длину подкорректировать. Сейчас мы будем для нашего шнурочка вязать стопор. Чтобы связать стопор, нам понадобится немного пряжи и крючок. Наберем 10 воздушных петель. Дальше сомкнем в кольцо нашу косичку. Провяжем, то есть в последнюю петельку провяжем просто соединительный столбик. Теперь начинаем вязать как бы вот в обратном направлении. В каждую петельку провяжем по одному столбику без накида.
Последнюю петельку, вот она у нас, последняя петелька, провязываем. А здесь в первую петельку, где мы начинали вязать, вот сюда, вот у нас была петля подъема, здесь первую петельку мы провязали. И мы в нее провязываем соединительный столбик. Вот так у нас должно получиться. Обрежем нитку. Вытянем ее. И спрячем аналогичным способом, как я показывала, когда мы прятали нитку на рюкзаке. Так. Теперь эту ниточку мы пока оставим. Ее отрезать не будем и прятать. А спрячем только вот этот вот наш первый самый хвостик. Можно, в принципе, обойтись и без этого стопора. Просто завязывать шнурок бантиком. Мне хочется сделать такую штучку. Мне кажется, так удобней, чем постоянно завязывать и развязывать бантик. Так, эту ниточку отрезаем, которую мы прятали сейчас. Для чего мы оставили вот этот вот хвостик, сейчас покажу. Потом, когда мы вставим нашу утяжку в рюкзачок, мы проденем сюда веревочки. И с помощью вот этой вот оставшейся нитки мы вот здесь вот посередине наш стопор прошьем, чтобы у нас это было как настоящая утяжка. Все это работало таким вот образом. После того, как мы сплели утяжку, нам нужно ее вставить в рюкзак. Для этого рюкзачок складываем вот таким образом, чтобы получилось 4 лепесточка. И утяжку должны пропустить через все эти 4 лепестка. Я ее буду пропускать примерно вот здесь. Получается между вторым и третьим рядом. Вот над этой вот полосочкой. Утяжку я буду пропускать с одной стороны. То есть сейчас мне нужно будет распустить этот узелок и пропустить через все лепесточки. Сейчас я определю середину.
И сюда просовываю все наши кончики. Наверное, даже будет удобнее это сделать с помощью крючка. Так, получилось. Дальше идем в следующий лепесток. Дальше пропускаем снова вовнутрь. Для этих целей, наверное, можно даже взять крючок потолще. Вот я возьму 8. Наверное, будет удобнее. И таким образом проходим через всю окружность нашего рюкзачка. Вот я проделала утяжку. Она у меня получилась длинная. Поэтому я ее обрезала, лишнее убрала и снова завязала узелок. Кончики тоже подровняла, чтобы они были одинаковые. Вот что у нас получается. Проверим, что лепесточки ровные, одинаковые. И теперь нам нужно закончить вот этот вот стопор. Наденем его на утяжку вот таким вот образом. Здесь у нас осталась вот эта вот ниточка. И сейчас с помощью нее мы этот стопор прошьем, чтобы у нас здесь утяжка хорошо держалась. Для этого нам понадобится игла. И просто в хаотичном порядке, аккуратно, главное, аккуратно, мы соединим как бы вот эти вот две половинки, чтобы они у нас вот тут скрепились посерединке. Вот я просто прошиваю его таким вот образом. Вот видите, получается достаточно аккуратно, красиво. Вот наша утяжечка будет очень удобно открываться и закрываться. Теперь здесь ниточку просто я спрячу, закреплю. Просто несколько раз под петельки туда-сюда пройдусь в разных направлениях, чтобы ее закрепить хорошенько. Все, ниточку я спрятала, лишнее обрезала. Проверяю. Очень все замечательно у нас получилось. Дальше мы будем приступать к вязанию клапана. Для чего, кстати, мы делали утяжку до вязания клапана? Для того, чтобы нам определить вот эту вот ширину. Каким клапан у нас должен быть по ширине.
Вот он у нас тут, наша ширина показалась. Клапан я буду вязать из пряжи другого цвета, вот из этой принтованной. Прикреплять я его буду примерно здесь и здесь. То есть я оставлю расстояние примерно в сантиметр с каждой стороны для того, чтобы потом клапан обвязать. Итак, я отметила расстояние, на котором я буду вязать клапан. Поставлю маркер на те петельки, на начало и конец. Беру новую нитку. Клапан я буду вязать обычными столбиками без накида, поворотными рядами. Ввожу новую нить, делаю петлю подъема и еще одну петлю подъема. Впоследствии вы поймете, для чего я делаю 2 петли. Эту ниточку, хвостик, мы будем прятать сразу, то есть мы его кладем вот сюда и будем его ввязывать. Вяжем столбики без накида до нашего маркера. Вот посмотрите, мы сделали здесь 2 воздушные петли, не просто так. Если бы мы сделали одну, у нас бы здесь получился вот такое вот скругление. И одна петелька бы потерялась. И когда мы шли бы в обратную сторону, здесь у нас бы петля потерялась и получилось бы неровно. Доходим до маркера. И в эту петельку, где у нас маркер, мы делаем последний столбик. В общей сложности здесь я провязала 14 столбиков без накида. Здесь делаем петлю подъема, поворачиваем наш рюкзачок. Поворачиваем и вяжем в обратную сторону также столбики без накида. 14 столбиков без накида у нас должно получиться. И вот наш последний столбик мы провязываем нашу первую петельку, где мы вязали с вами 2 воздушные петли. Провязали. Делаем снова петлю подъема, поворачиваемся и вяжем в обратную сторону все те же 14 столбиков без накида. И таким образом мы вяжем весь клапан до нужной нам длины. В конце мы его немножко скруглим и обвяжем.
Я провязала 14 рядов на клапане. И последние ряды сейчас буду делать закругление на клапане. Для этого в начале и в конце ряда я буду делать убавки. Как делаются убавки? Заводим крючок в первую петельку, захватываем нитку, вытаскиваем ее. Дальше, не провязывая, сразу же вводим крючок в следующую петлю, захватываем нитку, вытаскиваем ее и провязываем через все 3 петли. Дальше вяжем до конца и будем делать убавку в конце. То есть в конце мы убавим 2 последние петли. Из 2 последних петель провяжем одну. Вот они у нас 2 последние петельки. Снова заводим крючок в первую петлю, вытягиваем нитку, во вторую петлю вытягиваем нитку и провязываем все это одной ниточкой. Делаем петлю подъема и переворачиваем. Здесь будем делать то же самое. 1, 2, провязали. Дальше вяжем до конца. И в конце 2 последние петельки также провязываем одной. Вот у нас получился такое небольшое скругление. Вот посмотрите, как это выглядит. Мне нравится. Дальше эту ниточку мы отрезаем. Петельку вытягиваем. И спрячем эту нитку вот сюда, в краешек. Мы сейчас будем еще обвязывать наш клапан, поэтому здесь самое удобное место, чтобы ниточку спрятать. И будет крепко к тому же, после того, как мы клапан обвяжем. Для того, чтобы наш клапан обвязать, мы возьмем новую ниточку, повернем рюкзачок задней стороной к нам, крючок введем в следующую петельку от начала нашего клапана, вот сюда, захватим новую нитку и провяжем петлю. Дальше на нашем клапане очень хорошо видны ряды. И вот между ними такие бороздки. Здесь у нас бороздка, здесь у нас бугорки. Обвязывать клапан мы будем, вставляя крючок, как раз получается вот как бы между вот этих вот рядов. И мы крючок будем вставлять не в саму вот эту дырочку, а отодвинем вот эту ниточку и вставим крючок между этой ниточкой и 2 верхними. Вот таким вот образом. Провязываем столбик без накида. Дальше следующую петлю. Здесь стараемся не затягивать, пусть будет посвободнее, чтобы клапан у нас не стянулся.
Сзади ниточку, которая у нас осталась, мы будем ввязывать. Я ее потеряла. Вот давайте мы ее сейчас заново сделаем. Кладем ее вот так сверху на клапан. Здесь все подтянем. И начинаем обвязывать. Аккуратно, не затягиваем. Так, провязали. Теперь следующую петельку идем вот в этот вот междурядье. Провязали. Дальше снова не в дырочку, а под петельки. Вот таким вот образом. Провязали. Дальше следующее междурядье. И так далее. Сейчас дойдем до поворотов. Покажу, как будем обвязывать на повороте. Вот я дошла до поворота. И теперь в последнюю вот в эту вот петельку я провяжу не один, а 2 столбика без накида. Дальше идем в следующую дырочку. Вот она у нас получается петелька. И здесь все просто. Вяжем по одному столбику в каждую петельку. Провязали последнюю петельку. Дальше сюда в следующую петлю мы провяжем 2 столбика без накида. Повернули. И идем дальше. Аналогично тому, как мы вязали вот на этой стороне. Доходим до конца. Делаем последний столбик. И теперь нам эту ниточку нужно будет прикрепить вот таким вот образом сюда к нашему клапану. Для этого мы провязываем сюда соединительный столбик, нитку отрезаем, ее вытягиваем, и сюда же, в это же отверстие, мы ее закрепляем. Вот так вот у нас получилось аккуратно. Эту ниточку прячем на клапане. Аккуратно в разных направлениях закрепляем ее. Итак, наш клапан готов. Вот он получился такой аккуратненький. Здесь у нас также все получилось аккуратно. И сзади, и изнутри. Следующим этапом у нас будет вязание лямок. Длина одной лямки примерно у нас должна быть 55 сантиметров. То есть мы будем вязать одну длинную лямку и потом ее сложим пополам и пришьем. То есть получается 55 умножаем на 2, получается 110. Плюс еще нам нужно будет сформировать ручку вот здесь.
Для короткой ручки сейчас я примерно измерю. Нам нужно будет 25 много. Нам нужно будет еще 20 сантиметров. То есть у нас получилось 110. Прибавляем 20. Получается 130 сантиметров. Для начала мы оставим небольшой хвостик, с помощью которого мы потом эту лямку будем пришивать к рюкзаку. И наберем 3 воздушные петли плюс 1 петля подъема. Лямочку будем вязать поворотными рядами. На нужную нам длину. То есть каждый раз мы провязываем по 3 столбика без накида. Делаем петлю подъема, поворачиваемся и вяжем дальше. Снова петля подъема, поворачиваем и вяжем. И так далее. Я довязала последний ряд ремешка. Всего у меня получилось 130 сантиметров, как я уже говорила ранее. Здесь мы оставляем ниточку подлиннее, для того, чтобы потом с помощью нее нашу лямочку пришить к рюкзаку. Эту петельку просто вот так вот вытягиваем. И теперь мы наш ремешок должны отпарить, что я сейчас и сделаю. А пока он будет у меня сохнуть, я установлю на рюкзак замочек. Замочки могут быть как портфельные и магнитные кнопки. Это пришивная магнитная кнопка, это прижимная. Я сегодня буду использовать вот эту прижимную кнопку. Как вы понимаете, клапан у сумки достаточно толстый. И просто установить на него магнитную кнопку у нас не получится. Я сейчас покажу, как можно эту проблему решить. Для этого нам понадобится 2 кусочка пряжи того цвета, на который мы будем устанавливать замочек. Отрезаем примерно кусочки вот такой длины. Теперь я беру эти 2 кусочка пряжи и кладу сверху на замочек. Вот так. Дальше нам нужна вот эта вот деталька, задняя часть. Мы ее кладем сюда. И усики хорошенечко прижимаем. Лучше всего это делать, конечно, с помощью плоскогубцев. Вручную это сделать очень сложно. Таким вот образом зажимаем. Прижимаем посильнее, чтобы у нас получилось крепко. Со всех сторон крепко, но аккуратно, чтобы с этой стороны у нас наша кнопочка не попортилась. Потрогаем, все потянем, попробуем. Ничего у нас не вылезает, все крепко. И теперь с помощью вот этих усиков мы будем прикреплять кнопочку на клапан. Для начала нам нужно определить серединку.
лучше всего, наверное, будет кнопочку приделать именно на край клапана вот таким вот образом. Так, я определю серединку на глаз. И измерю на всякий случай с помощью метра. Так, здесь у нас 7,5 сантиметров. И здесь 8. Немножечко можно подвинуть ее. Так, еще раз посмотрим. 8. Здесь 8. Вот так вот оставим. Теперь с помощью иглы мы ее должны сначала закрепить. Вот так. И вот так. Закрепили. И теперь вот эти хвостики мы должны просто на изнанке, на нашем клапане спрятать. Так, чтобы здесь тоже было все аккуратно и незаметно, и чтобы было крепко. В самом конце кончики можно пришить несколькими стежками обычной иголкой и ниткой, для того, чтобы все было крепко. Самое главное нам закрепить вот в этом месте. Покрепче здесь все потянуть. Когда будем продевать нитку дальше, тоже потянуть так, чтобы она у нас в процессе носки не вытянулась и не стала вот так туда-сюда съезжать. Постараемся сделать это в разных направлениях, чтобы уже наверняка у нас все крепко держалось. Опять же, цвет нашей пряжи очень хорошо скрывает все наши повороты и зигзаги. Самое главное, чтобы на лицевой стороне здесь у нас все было аккуратно.
Таким образом прячем все кончики. Лучше на всю длину нитки это сделать, чтобы было покрепче. И потом встречаемся, будем прикреплять вторую часть замочка уже на сам рюкзачок. Я спрятала все кончики. Посмотрите, здесь все аккуратно, здесь тоже все хорошо. Кнопочка сидит достаточно крепко. И сейчас мы будем с вами прикреплять вторую часть кнопочки. С ней делаем то же самое. Теперь мне нужна пряжа серого цвета. Отрезаем 2 кусочка. И прикрепляем их к кнопочке, так же, как мы делали это раньше. Вот так. Вот это вот немножко у меня, видите, туда-сюда ездит. Нужно еще немножко, значит, ее поджать, чтобы было крепче. Все. Вот такой паучок у нас получился. И теперь самое главное, нам нужно определить место, куда его прикреплять. Лучше всего его примагнитить. Сразу вдеть иголку в один усик. Дальше прикладываем к рюкзаку. Определяем место, как он у вас будет закрыт. Смотрите, чтобы везде было ровненько. И прям можно иголочкой зацепить уже в одном месте хотя бы кнопочку. Сейчас мы ее отмагнитим. Вот так. И начнем прикреплять. Один усик. Второй усик. И последний, 4-й усик. Так. Как вы понимаете, здесь уже это делать легче, потому что с той стороны у нас не лицо, а изнанка. Можно проверить, на правильное ли место мы поставили наш замочек. Закроем сейчас рюкзачок и проверим. Да, у меня все получилось ровно. И теперь можно уже эту кнопочку прикреплять внутри рюкзачка. Здесь я постараюсь сейчас показать, как я буду это делать.
Надеюсь, вам будет видно. То есть вот эти усики вот эти усики я сейчас друг с другом просто свяжу узелком. Вот так. Вот так у меня получилось. И вот эти вот лямочки спрячу просто на изнанке. Если вы будете делать подкладку, то это вообще у вас все скроется. Все будет аккуратно. Итак, лямочка моя выпрямилась, я ее отпарила. И сейчас мы будем ее пришивать к рюкзаку. Для начала нам нужно определить середину. Вот таким вот образом. И прикладываем нашу лямку к рюкзачку. Вот так вот будет наша ручка здесь, коротенькая, пришита. Сейчас я ее прикреплю маркерами. Таким вот образом. А эти лямочки у нас будут пришиты вот так. Еще раз проверю, чтобы они были у меня одинаковой длины. Все в порядке, длина одинаковая. И сейчас будем пришивать сначала вот эту вот верхнюю часть. Я буду пришивать с помощью иглы. Вы, в принципе, можете сделать так, как вам удобно. Либо иглой, либо крючком. Так, отрежу нить. Ну, я думаю, сантиметров 40-50 будет достаточно. Втяну в иглу. Начну пришивать. Пришивать я буду вот в этом месте, где у нас стык между разноцветной пряжей. Этот маркер сейчас уберу. Там хвостик небольшой оставлю, чтобы его потом заправить. И обычным швом вперед иголка. Пройдусь сначала в одну сторону, затем в другую. Пришиваю сразу 2 лямочки, получается. Пришила одну, выхожу посередине между лямочками. Вот так. И таким же образом пришиваю вторую. Маркер сниму.
Так, вот у меня последний стежок был вот здесь вот. Теперь выхожу сбоку от петельки. И пришиваю в обратную сторону. То есть вот здесь мы шили через ряд. Получается, вот у нас петелька, вот, потом здесь и здесь. А в обратную сторону мы идем уже по другим петелькам. Снова выхожу между лямочками и ныряю уже в следующую лямку. Пришиваю крепко, чтобы все у нас хорошо держалось. И можно еще сделать один стежок, выйти там, где мы начали, таким вот образом. И вот сюда один раз вернуться на шаг назад, чтобы закрепить нашу первую вот эту вот петельку. Вот так. Обрезаем нить. И эти кончики спрячем на клапане. Аккуратно, чтобы было незаметно. Итак, кончики аккуратно спрятаны. И мы переходим к пришиванию лямок внизу рюкзака. Здесь нам нужно также определить, куда именно мы будем их пришивать. Вот таким вот образом. Можно проверить, посчитать количество петель. То есть вот так вот прикладываем наши лямочки ровно и посчитаем, сколько у нас петель до маркера. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. В принципе, все ровно. Вдеваем нитку в иголку. И начинаем пришивать. Так, наверное, вот сюда под косичку я войду. Теперь выйду под следующей петелькой. Захватываю петельку на лямочке. Снова в это же место вставляю иглу. Дальше выхожу в следующую петлю.
Здесь следующая петелька на лямке. Огибаю ее ниткой и ныряю обратно. Следующая петелька. И следующая петля на лямочке. Выйду еще раз. Вот в этом месте. В общем, смотрите, как будет у вас получаться. Главное, чтобы было аккуратно и крепко. Я захвачу вот еще вот эту петельку на лямочке, обогну ее и снова прикреплю к рюкзачку. Вот таким вот образом. Смотрите, аккуратно все у нас пришито. Можно пройтись еще раз в обратном направлении, хуже не будет. Что я сейчас и сделаю. Все, это был последний стежок у меня. Я выхожу наружу, в том месте, где мы начали пришивать нашу лямочку. И этот конец сейчас закреплю на лямке. Аналогичным образом сейчас пришиваем вторую лямочку. Я пришила вторую лямочку, и на этом наш рюкзачок закончен. Вот такой вот он получился. Я намеренно его сделала мягким. Если вам хочется, чтобы стенки лучше держали форму, можно его вязать, например, узором галочки. На него у меня ушло ровно 3 мотка. 2 мотка серой пряжи. Вот такая ниточка всего лишь осталась у меня. И 1 моток принтованной пряжи. Вот что осталось от 3-го мотка. По размерам. Длина дна у меня получилась 30 сантиметров. Ширина 18. В высоту рюкзачок тоже примерно 30 сантиметров. Если вы хотите рюкзак большего или меньшего размера, соответственно, вяжите изначально дно больше или меньше. Теперь скажу о пряже. Как я уже говорила в начале этого урока, этот мастер-класс будет также тестированием новой пряжи Бейка. И вот мое мнение. Пряжа мне понравилась. Вяжется она легко. Ниточка ровная. По всей длине мне ни разу не встретился какой-то перепад толщины. Во всех 3 мотках мне ни разу не встретился стык. Ниточка воздушная, мягкая, податливая. Если хотите мое мнение, брать или не брать, однозначно брать. Тем более, что у этой пряжи достаточно большая палитра цветов. Цвета красивые. И еще что меня подкупает, это, конечно, наличие принтованной пряжи. Принты тоже все интересные, разнообразные, постоянно пополняются новыми цветами. Под видео я оставлю ссылку на сайт, где можно заказать эту пряжу. И на этом мой видеоурок по рюкзачку окончен. Вяжите на радость себе и своим близким. Всем пока!